Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, юрист в Дубае. В данном видео я бы хотела рассказать, поделиться опытом и уберечь всех бизнесменов, которые идут на территории Эмиратов открывать бизнес, для того, чтобы правильно структурировать начало своей деятельности и обратить внимание на основные факторы, которые могут в последующем вызвать у вас большие трудности. Подписывайтесь на меня на YouTube канале, подписывайтесь на меня на Instagram канале, друзья, где я более активнее делюсь информацией, отвечаю на ваши вопросы. Задавайте также здесь вопросы, буду рада сопроводить, помочь в вашей работе, если вы будете переезжать в Эмираты, создавать бизнес. Итак, друзья, когда вы открываете бизнес на территории Объединенных Арабских Эмират, и когда вы вообще сталкиваетесь с таким большим, огромным объемом информации, важно не заблудиться. Очень часто ко мне приходят на консультацию бизнесмены, которые не осведомлены об основных, самых главных моментах, на которые необходимо обратить внимание до открытия бизнеса в Эмиратах. Во-первых, это самое главное, друзья, это вид деятельности. Очень важный момент, друзья, на который надо обратить внимание, что если мы открываем, например, компанию в нашей стране, да, я говорю о странах постсоветского пространства, то мы получаем некую учредительными документами, мы называем свидетельство о регистрации юридического лица, если у нас такое предусмотрено по законодательству, возможно, это не предусмотрено, как в России, да, когда мы говорим виды деятельности определенные, да, по шкале. Здесь в Эмиратах такого нет, то есть вы придете, у вас будет огромная возможность, выбор, огромный такой шквал информации, когда вы можете открыть компанию в Фризоне, вы можете открыть компанию в Мейнленде, и важно не заблудиться, потому что в последующем это вы остаетесь в вашей лицензии, и вы будете вести ваш бизнес, и у вас возникнут риски, если вы, допустим, на начальном этапе правильно не спланировали, какой вид лицензии вам оформить. Для этого, до того, как вы ведете бизнес, начинаете вообще старт, вам нужно ответить на вопрос, каким видом деятельности вы будете заниматься, это одно. А кто будет ваши потребители? Имейте в виду, что вообще по фризоне компании, когда вы создаетесь, фризона направлена на то, чтобы работать исключительно внутри фризоны, либо за пределами Эмират. Это была основная идея создания фризон компании, которая сейчас как бы смеживается. Это все не настолько как бы четко контролируется, но тем не менее вы должны понимать, что фризон компания это только если вы работаете в рамках одной фризоны. Итак, друзья, вы определились с основным видом деятельности, и следующее вы определились с тем, кто будет ваши потребители, с кем вы будете работать. Это нужно для того, чтобы вы не нарушили законодательные ограничения в части ведения бизнеса только исключительно на территории одной фризоны. Второй важный момент, друзья, вам нужно понимать, что все, что не получено, на какую деятельность вы не получили лицензию, вы этой деятельностью заниматься не можете в последующем. Это сейчас, может быть, не настолько очевидно будет для вас, но когда вы создадите компанию и уже у вас будет расширяться ваша деятельность, вы не можете совместить, например, какую-то консалтинговую деятельность с продажей. Вы не можете совместить IT-компанию, например, с каким-нибудь вообще ведением складских там помещений и так далее, да, когда у вас там какие-то экспортные операции. То есть вы должны понимать, что если даже вы будете получать лицензию на определенный вид деятельности, она у вас будет примерно смежная отрасль, то есть это может быть консалтинг и обучение. Но это никак не может быть совершенно два противоречащих друг другу вида деятельности, совершенно не связанных. То есть это направлено на то, чтобы в принципе эта деятельность продается. То есть если вы хотите получить генеральную лицензию на ведение огромного количества вопросов, то я советую либо сразу ориентироваться на большую лицензию со всеми этими полномочиями, функциями внутри, либо брать ее, докупать постепенно в зависимости от развития вашего бизнеса. Вы всегда можете увеличивать вашу деятельность, вы всегда можете открыть, возможно, другую компанию, которая будет заниматься совершенно другим видом деятельности, но нужно понимать, что вы можете делать только ту функцию, ту деятельность, которая отражена в лицензии. Третьим важным моментом, друзья, являются ваши расходы. Как правило, когда вам озвучивают расходы на лицензию, вам говорят несколько, может быть, ну скажем, полуправду, когда вам говорят стоимость только одной лицензии. Но вы должны понимать, что на территории Эмиратов, когда вы приезжаете, вы не только за лицензией приезжаете, вам нужно будет оформить визу резидента. Вам нужно будет понести самостоятельно расходы на сервис-чардж, на меморандум, на оформление
и регистрацию имени, и много-много небольших мелких расходов, которые в совокупности выливаются, в принципе, в приличную сумму, о которой вы даже не подозревали. Поэтому очень важно изначально спланировать свой бюджет и получить правильную консультацию, правильное видение относительно расходов, которые вы понесете, поскольку это очень существенный фактор, друзья. Есть такие, к сожалению, случаи, сталкивались на практике, когда люди были несколько не осведомлены о том, что у них есть расходы на визу резидента, что у них есть расходы на то, чтобы они просто имели какой-то нал, который они будут хранить, или безнал, который будут хранить на депозите в банке. То есть ряд таких вот сумм, которые складываются и составляют существенный, да, расход, статью затратов вашу на открытие бизнеса в Эмиратах. Поэтому очень важно понять правильно, на какие расходы вы еще подписались, открывая компанию в Эмиратах. Еще один важный фактор, друзья, который часто вам, наверное, неизвестен бывает относительно ведения бизнеса, открытия бизнеса на территории Эмирата, это то, что у нас по срокам это не настолько быстро, как вы хотели бы, на что вы рассчитываете. Очень часто задают вопросы, могу ли я приехать и уехать и открыть компанию. Это не совсем верно, потому что зависит, конечно, от вида компании, которую вы открываете. Но, как правило, если вы открываете компанию, вы должны становиться ее резидентом. Есть, конечно, исключения, когда вы можете открыть компанию, не становиться резидентом, но отдельно, если вы реально собираетесь вести бизнес, вы должны приехать, открыть компанию, поприсутствовать на территории Эмират, потому что вы будете оформлять визу резидента. Опять же, на это уходят сроки. Если вы открываете компанию, в зависимости, где вы открываете компанию, у вас будут сроки, либо это будет 2 недели на получение лицензии, либо это будет 1 день. Опять же, это надо отдельно вам консультироваться. Можете, кстати, записаться ко мне тоже на консультацию, если вам интересно, вот по вашей деятельности персонально. Итак, у вас будет занимать сроки либо 1 день, либо 2 недели, там в зависимости, где вы открываете, это на получение лицензии. Вторым этапом вы будете получать визу резидента на учредителей. Это тоже очень важный момент, потому что он занимает очень много по времени и требуется ваше личное присутствие, потому что вы будете опять же сдавать медицинский осмотр делать, вам будут рентген-снимок делать, вы будете сдавать отпечатки пальцев, на это тоже у нас очередь, там надо записываться, и вы будете отдавать свой паспорт, чтобы там сделали вклейку, и каждый этап, период, он будет ждать другой период, то есть последовательные будут какие-то действия, и вы не сможете все скопом один раз сделать и уехать. Поэтому нужно будет ждать и запасом времени на это тоже оставлять. Ну и еще один фактор, когда вы открываете банковский счет, друзья, вы должны и физически вы должны присутствовать на территории Эмирата. Вам банковский счет не откроют просто из-за того, что там вы где-то там за границей, вы не сможете открыть в Эмиратах, в хорошем серьезном банке, тем более вы не сможете открыть банковский счет без вашего физического присутствия здесь. Друзья, это была основная информация на стадии до открытия непосредственно компании на территории Эмират. Конечно, есть важные вопросы, которые вы, само собой, должны учитывать. Это отчетность ваша, это согласование с какими-то органами, возможно, вам будет, это ваши возможные риски, споры с учредителями, соучредителями, если вы открываетесь совместно, вам нужно будет предусмотреть, конечно, отдельное партнерское соглашение. Также у вас, возможно, возникнут вопросы, связанные с местным агентом, спонсором, если ваша деятельность предусматривает такое вот участие отдельно местного гражданина. Все эти вопросы, друзья, вы должны задать себе на этапе до открытия здесь компании, потому что потом это будет вам обходиться очень дорого, это будут ваши затраты, это будут ваши нервы, это будут ваши усилия, тем более это чужая юрисдикция. Если у вас возникли вопросы, друзья, вы можете задавать их в комментариях, либо на частную консультацию ко мне записываться, я вас с удовольствием проконсультирую по всем нюансам, с которыми вы можете столкнуться на территории Объединенных Арабских Эмират. Также подписывайтесь на меня в телеграм-канале, есть у меня информация по всем изменениям, которые очень часто здесь происходят по законодательству. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае. Всем пока!